Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Анна, и в данном видео я хотела бы сделать обзор на очередную новинку от Los Scarabeo Таро V, или же Таро вампиров от Алехандро Колуччи, того самого автора Таро Зомби. Премьера колоды состоялась 4 октября. Покупала я ее в местном эзотерическом магазине, поскольку этот магазин сотрудничает с издательством. Очень часто колоды приезжают еще до официальной премьеры или же сразу после. Колода поставляется вот в такой вертикальной глянцевой коробке, золотые элементы, на котором вытеснены, не знаю, видно ли вам. Коробка сделана по принципу Таро оппозиции. Сейчас объясню, о чем идет речь. Да, вот мы видим две версии одного аркана. Аркан жрица иерофант и повешенный. Крышка здесь прилегает достаточно плотно. Нужно иногда прилагать силы, чтобы ее открыть, а тем более закрыть. Итак, первое, с чего мы начнем, это МБК, которая стандартна для колод, которые поставляются именно в таком формате. МБК состоит из 128 страниц в цвете, бумага мелованная, в 4-язычных версиях: английский, итальянский, испанский, португальский. Итак, первое, что мы видим: вступление. Дальше раздел «В тени вампиров». Здесь больше говорится о вампирах, о культуре, о том, что данная колода поможет заглянуть своему страху в глаза. Дальше. Теневая работа, танцующий в темноте. Здесь больше речь о теневой работе, что это такое, пример, и о том, как ее проделать с помощью этой колоды. Раздел «Понимание Таро». Здесь общая информация о Таро. В разделе «Структура колоды» общая информация о самой колоде. Дальше родословные и масти. Кстати, информация в некоторых разделах дублируется. Родословные и масти. Итак, родословные страсти – это кубки, родословное богатство – пентакли, родословные жизненные силы – жезлы, и родословные войны – мечи. И каждой родословной и масти здесь краткая характеристика. Дальше раздел о придворных арканах. Таким образом, пажи – это у нас охотники на вампиров, рыцари – это вампиры, воины, королевы – хозяйки ночи, и короли – покровители ночи. Дальше. Раздел о том, как делать расклады, как задавать вопросы, на что обращать внимание во время интерпретации и так далее. Дальше 5-карточный расклад «Ночная охота» и информация о каждой, как бы сказать, о структуре интерпретации, то есть каждая карта, описание каждой карты состоит из нескольких разделов. Значит так, знания. Текст, мудрость, которая описывает то, что происходит на карте. Предсказательные значения – это общая энергия, которую эта карта имеет при чтении.
расклада. Этот раздел подскажет, к какому аспекту вашей жизни относится карта и предложит, какие действия вы могли бы предпринять для вашего блага. Теневой танец или танец тени. Этот раздел попытается помочь вам определить, какие архетипы вызывают вашу тень, перевернутые значения и плюс ключевые слова. Ну что ж, поскольку здесь очень мало информации по каждому аркану, давайте быстренько пробежимся по аркану Шут. Итак, Шут. Жажда – это все. Его ровный пульс манит вас, подбадривает вас искать свою добычу ночью. Прислушайтесь к зову, позвольте ему прикоснуться к вам, вывести из сна и сомнений свое существование, которое чего-то стоит. Вы рискнете чем угодно, лишь бы еще раз попробовать это. Предсказательные значения. Начинается новое путешествие. Ответьте на зов, который вы чувствуете в своих венах. Немедленно приступайте к действию и стремитесь к удовлетворению. Отбросьте осторожность на ветер. Танец тени. У вас есть разрешение быть необузданным. Эта тень может заставить нас осуждать других за то, что они ведут себя по-детски. Отложите в сторону тяжелое бремя и почувствуйте, что значит быть свободным. Перевернутое значение. Остерегайтесь ненужных рисков и безрассудного поведения. Ключевые слова. Спонтанность, приключения, судьба. И в конце у нас есть также раздел «Теневая работа старо-вампиров». Здесь очень подробно прописана информация, а также практика проработки теневых аспектов. И дальше те же самые разделы на других языках. И, как всегда, на других языках значения карт урезаны. Знаете, отличные МБК. Мне нравится, что здесь много информации уделено теневым аспектам, поэтому всем, кто интересуется данной темой, МБК будет полезно и интересно. Ну что ж, с инструкцией мы, пожалуй, закончим и давайте переходить к картам. Итак, срез у нас здесь гладкий, ничего нигде не сыпется, не кошлатится. В колоде также у нас имеются две дополнительные карты, рекламная и заглавная, которые можете использовать по собственному усмотрению. Карты здесь плотные по качеству, знаете, мне больше напоминает Таро Ференца Пинтера. Качество цветопередачи и печати. Знаю, на этой карте не очень хорошо видно, но поверьте, качество цветопередачи и печати отличные. По тактильным ощущениям, вот на что хотела обратить ваше внимание. Рубашка, не знаю, будет ли вам видно, если посмотреть на структуру, то рубашка идеально глянцевая, гладкая. А вот лицевая сторона, она тоже глянцевая, но глянец умеренный и также имеет вот такую интересную шероховатость. Знаете, как на фотографиях, на матовых, именно матовых фотографиях, которые еще были деланы на пленку еще в 90-х, ближе к 2000 году, и их распечатывали в специализированных магазинах или точках. Вот точно такое же ощущение дает лицевая сторона карты. Рубашка выглядит следующим образом, как вы видите, перевернутый крест. Мне, кстати, чем-то напоминает рубашку оракула «Темное зеркало» от того же издательства. Ну что ж, давайте поближе познакомимся с нашей мрачной колодой накануне Хэллоуина. Итак, поехали. Дурак. Маг.
Да, я должна была еще сказать в самом начале видео, пожалуйста, особенно мнительным людям, не смотрите данное видео ночью. Верховная жрица. Да, вот здесь тоже мы видим эти колонны, которые есть в классической версии Таро. Но уже вместо свитка она держит урну. Императрица. Император. Посмотрите, вино, цепи. Иерофант. Да, я думаю, эта колода все-таки не подойдет вообще новичкам, потому что хотя бы из-за того, что здесь не прописаны названия арканов, влюбленные. И видите, статуя ангела, такие ангелы, как на кладбищах, вот таких, знаете, старых, исторических. Очень часто можно такие статуи увидеть, где-то там больше так на запад. Колесница. Да, как кадр с такого мрачного фильма о вампирах. У меня почему-то первое, что пришло в голову, фильм «Ван Хельсинг». Сила. Посмотрите, девочка держит чеснок. Отшельник. Колесо фортуны. Очень мне нравится эта карта. И смотрите, у меня такое впечатление, что вот эти девушки по бокам, они беременные. Хотя, знаете, это может быть, что вот такая позиция, что она так выгнулась. Но не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие ассоциации у вас вызвала эта карта. И только мне одной кажется, что вот эти боковые девушки, они беременные. Справедливость. Да, и статуя. Повалена. Здесь своя справедливость. Статуя Фемиды. О. Повешенный. Смерть. Умеренность. Тоже очень мне нравится эта карта. Знаете, иногда у меня такое впечатление, что автор, рисуя некоторые карты, дьявол, вдохновлялся Таро ночи, потому что некоторые карты все-таки, знаете, вот в некоторых картах присутствует стиль художницы, да, Таро ночи Александры Бах. Башня.
И посмотрите, вот этой статуи, которая есть на башне, нет головы. Звезда. Луна. Знаете, впервые, когда посмотрела на эту карту, у меня как бы не было ассоциаций с какими-то там тайнами. У меня были ассоциации с сумасшествием. Или же тоже такие есть ассоциации, что она, знаете, как когда человек очень-очень уже так истощен какими-то событиями в жизни, да, он начинает просто кричать в пустоту. И тоже иногда есть такое впечатление, что она уже так устала от чего-то, что просто от своего бессилия уже начинает кричать. Солнце. А вот эта карта у меня немножко ассоциируется, не помню, или с оракулом мистических моментов, или с Таро мистических моментов. Там тоже была вот такая, знаете, тоже так волосы были такие как бы зализанные. И тоже она стояла в профиль. Суд. Мир. То если... О, туз кубков. Здесь настолько круто сделана эта карта. У меня почему-то были ассоциации с оракулом затмения. Двойка кубков. Вы знаете, некоторые карты так отлично прорисованы, так отлично сделаны, что, мне кажется, некоторые карты были хорошо продуманы, а некоторые были нарисованы от балды. Тройка кубков. Тоже, опять же, Таро ночи. Там тоже есть вот такая карта в таком стиле сделана. Четверка кубков. Пятерка кубков. Шестерка кубков. Семерка кубков. Восьмерка кубков. Не Жанна Дарк это ли часом? Девятка кубков. Десятка кубков. Паж кубков. Да, мы помним, что пажи это у нас охотники на вампиров. Рыцарь кубков. Тоже очень круто сделано. Королева кубков. Король кубков. Влад Дракула. Туз пентаклей.
Вот знаете, туз пентаклей у меня как бы больше ассоциируется с огненной энергией, да, больше мне напоминает аркан башня. Двойка кубков. Да, если мы посмотрим также на эмблему масти, перевернутая пентаграмма, надпись Лилит, Самаэль, четверка пентаклей, пятерка пентаклей, смотрите, как вот жадность у нас показана. Нужно брать, пока есть. Может, а то может и не быть. Все мені лиш одному. Ні тобі, ні мені, все мені лиш одному. Пятерка пентаклей. Шестерка пентаклей. Семерка пентаклей. Восьмерка пентаклей. Девятка пентаклей. Не знаю, это был ли нарисован Цезарь или папа римский, но у него тоже есть икла. Десятка пентаклей. Рыцарь пентаклей. Паж пентаклей, прошу прощения. Рыцарь пентаклей. Королева пентаклей. Король пентаклей. Туз жезлов. Двойка жезлов. Тройка жезлов. Да, и лабиринтом вдали. Идет лабиринт и не знает, что же ее там ждет. Четверка жезлов. Пятерка жезлов. Шестерка жезлов. Семерка жезлов. Восьмерка жезлов. Девятка жезлов. Десятка жезлов. Паж жезлов. Очень мне, кстати, нравится эта карта. Рыцарь жезлов. Королева жезлов.
король жезлов, туз мечей, двойка мечей, черное и белое, две противоположности, тройка мечей, четверка мечей, пятерка мечей, шестерка мечей, семерка мечей, восьмерка мечей, девятка мечей, десятка мечей, паж мечей, рыцарь мечей, королева мечей, и король мечей. Подводя итоги, могу сказать, что колода темная. Мне нравится, что автор много информации уделил теневым аспектам. Качество превосходное. Знаете, в последнее время все негодовали, что качество в Лос Карабео отвратительное. Скорее всего, они решили немного исправить ситуацию. Если хотите теневую колоду, на которой бы визуальный ряд был бы более реалистичным, а не таким, как, например, в черном гримуаре, кстати, одна из моих самых любимых колод, или девиантные луны, тогда с чистой совестью могу рекомендовать Таро вампиров к приобретению. Напишите, как вам эта колода, если у вас ее старшая сестра Таро зомби, как с ней работается. А я благодарю за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.